Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами только дизайн. Наращивание ногтей вы у меня на канале уже видели 500 миллионов раз, поэтому мы не будем на этом сегодня останавливаться. У нас сегодня красивый, потрясающий, сложный, многоуровневый дизайн, и руки мне надо подбивать за настройку фокуса на этом ролике. Итак, у меня в палитре появился безумный, потрясающий, интересный красный цвет. В чем его безумие и потрясабельность? В том, что он полупрозрачный. И благодаря именно вот этой его способности я между двух слоев гель-лака проложила хлопья юки, которые подмигивают левым глазом при любом повороте пальчика. То есть в два слоя этот гель-лак очень плотный, очень красивый, ложится без разводов, замечательный цвет, но сама его структура очень легкая и полупрозрачная. И вот эти вот блесточки, которые лежат между слоями, их видно. Единственное, что блесточки должны быть тоненькие. Таким образом мы покрываем все наши пальчики, которые будут просто покрытием. На остальных пальцах мы будем рисовать дизайн. В качестве дизайна, в качестве основы для дизайна мы выбрали горчичный оттенок, который безумно красиво смотрится с вот этим вот бордовым. И да, кстати, если вдруг по краям где-то немножечко подвисают блесточки, то мы в конце пробежимся пилочкой и поубираем все излишки. Поскольку у нас моделирующий материал в основе, я могу сделать это в самом-самом конце, перед тем, как отпустить клиента, потому что мне не нужно ничего запечатывать. У меня твердый гель в основании, на нем не нужно печатать вообще ничего. Как я говорила, прокрашиваем пальчики под дизайн при помощи горчичного оттенка. Красивое сочетание. Мы в том году очень много работ делали с вами именно в этом сочетании. Если кто-то не помнит, вернитесь, посмотрите. Потому что мы с вами подобрали, что вот этот вот горчичный очень хорошо смотрится с вот такими бордовыми цветами, с зелеными оттенками, с лазурными оттенками. Все это мы проходили в том году, в этом году только вспоминаем. Разделяем наши пальчики на зоны. Очень люблю вот такого плана зонированные дизайны, когда мы разрезаем поверхность ноготка и каждую получившуюся у нас зону заполняем разными элементами. Сегодня в качестве элементов у нас будут вертикальные полоски, такой себе матрасик. На другой части у нас будут небольшие мелкие голубенькие цветочки. И на третьей части в самом конце мы добавим еще и вензелей. В общем, будет потрясающе красиво, и каждая из этих частей может быть отдельным вашим дизайном. Вы можете компоновать их в любом порядке, вы можете их пересекать как вам угодно, вы можете оставить любую одну часть из этих частей. И в любом из этих вариантов у вас получится что-то новенькое, что-то интересное, что-то необычное, у вас получится новый дизайн. Мы же тем временем тем же бордовым, которым покрывали ногти, прорисовываем вертикальные полоски, добавим в эти вертикальные полоски цвет, который у нас в цвет фона, только немножечко разбеленный, и еще один оттенок горчичного цвета, который немножечко темнее, чем наш цвет фона.
Другую часть нашего ноготочка мы заполняем цветочками. Для того, чтобы нарисовать цветочки, нам нужно нарисовать то, откуда они растут. Поэтому рисуем бревна для наших цветочков, откуда они у нас вылезли. Для этих целей я смешала зеленый цвет с капелькой белого оттенка, для того, чтобы получилась такая себе небольшая пастелька. И прорисовываю стебли и листья своих будущих цветов. Потом темно-зеленым, который уже ни с чем не смешанный, я тонирую один край листочков, пробегаюсь кое-где по стеблям, а потом голубым цветом добавляю сами непосредственно цветы. Опять же, как мы с вами строили догадки, вот такой вот горчичный цвет должен был хорошо смотреться с голубым. Мы делали на маме подобное сочетание, поэтому здесь мы делаем конкретно голубые цветочки, уже без добавления сиреневой нотки, чисто голубые. Сначала прокладываем подмалевки, потом синим цветом немножечко тонируем сердцевинку, для того, чтобы у нас появилась тень, и потом белой красочкой их немножечко прорисуем. Далее, конечно, в любой из моих дизайнов нужно добавить что? Конечно, блестки. Берем красочку с блестками и прокладываем, отрезаем части дизайна друг от друга при помощи блесточек. Теперь небольшая беленькая прорисовка. Как я и говорила, нам необходимо немножечко прорисовать краюшки буквально наших лепесточков, для того, чтобы их отчеркнуть от поверхности нашего ноготочка. Ну и кое-где добавить, может быть, беленьких точечек, может быть, еще чего-нибудь яркого. Покрываем дизайн финишным покрытием, и сегодня в качестве финиша мы решили покрыть именно матовым топом. Поэтому перекрываем наши ноготочки, они у нас становятся сразу же мягкие, очень такие приятные на ощупь. И поверх матового топа красочкой глянцевой прорисовываем окончательную прорисовку. Что мы здесь делаем? Выбираем из всей нашей поверхности блестящую линию, то есть с двух сторон отбиваем ее белой красочкой, и линия у нас становится очень четкой. Ну и заполняем этой же белой красочкой последний кусочек нашего ногтя. Как я говорила, добавляем сюда вензелей. Не спеша, получая максимум удовольствия, получаем тот дизайн, который мы хотели. Очень сложно выглядящий на руках клиента, но при этом такой, что его довольно-таки несложно выполнить. То есть сам процесс выполнения хоть и длительный, ну, в принципе, длительный почему? Потому что мы больше с клиенткой болтали, чем рисовали, но в этот раз рисовали мы довольно долго. Сами же элементы этого дизайна все очень простые, очень быстрые, и если сам дизайн разбивать еще и на части составные, то дизайны будут вообще очень быстрые и простые.
Итак, вот такой вот вариант у нас получился. Как по мне, выглядит потрясающе. Очень красиво, очень здорово, очень стильно и интересно. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Я же на сегодня прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!